В общем, получается, в четверг после обеда вы пишете тест, ну а в пятницу у вас, соответственно, не будет занятий. So you can sleep in Так что можете выспаться, if you choose. если захотите. Okay, I would like to connect a few biblical stories to the permissive parenting style. Я бы хотела все-таки вот как бы прочитать несколько историй библейских относительно вседозволенности, модели воспитания вседозволенности. The first will come from Exodus chapter 32. Первое из Исхода 32 главы. Now, where do we think Exodus chapter 32 will be on the timeline? Ну как вы думаете, Исход 32 глава, это где на временной прямой? Вот Moses. Correct. Все правильно. You see how this works? Every story in the Bible fits on the timeline. Любая история из Библии, любую можно записать туда на временной прямой. So when you study with new converts, Поэтому, когда вы будете общаться с новообращенными, I find that this helps. я думаю, что вот такие вещи очень помогают. Okay, let's read. Давайте почитаем. I need a volunteer to read in Russian Exodus 32, 1 through Волонтером. 32 глава, 1 through 8. 8 стихов первым прочитать на канву. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, подобрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который ты вывел нас из земли египетской, мы знаем, что сделалось». И сказал ему Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из руки и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И видев это, Аарон поставил перед ним жертвенник. И провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли все сожжения, и принесли жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею: «Поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертву и сказали: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Okay, so a very familiar story. Очень знакомая нам всем история. Out of this, we see that Aaron, Moses' brother, was very permissive. Вот мы видим из этой истории, что брат Моисея, Аарон, пользовался вот такой моделью, вседозволенностью. Why do you think I suggest permissive in this? Почему я говорю вседозволенность вот в этом случае? Моисея не было на данный момент. Because Моисей Moses был was Господом. away, he was with God. Okay? And he let them do anything they wanted. И он разрешил им делать все, что им захочется. Aaron knew it was not correct, То есть Аарон-то знал, что это неправильно. but to gain the favor of the people, he Но для allowed того, it. чтобы людям понравиться, он это позволил. What was the Lord's response? Ну а как на это отреагировал Бог? We'll read it in a minute. Мы с вами прочитаем буквально через минуту. Was he happy? То есть Бог счастлив по этому поводу? Нет? Конечно, нет. Okay, let's read. Давайте прочитаем. Read verse 11. 11 стих. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламенится Господь гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкой». You see, the Lord got angry. То есть мы видим, что Бог очень злится. Okay? Now let's see how angry that the Lord got. Давайте увидим, насколько разгневался Господь. Look at verse 14. 14 стих. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. In other words, the Lord's wrath came on.
Другими словами, ярость Божья была уже готова вырваться. He was ready to wipe them off the face of the Он earth. был готов их стереть с лица земли. My version says the Lord relented. И вот в моей версии говорится, что Бог отказался, или отменил, у нас тоже подходит. Another similar word in another Bible would be the Lord repented. Вот есть и другой перевод, там говорится о том, что Бог раскаялся. The Lord turned away from that thought process of eliminating them from the face of Как the бы earth. там ни было, Бог отказался от того, что вот Он решил стереть их с лица земли. I call that grace. И я называю это благодатью. Do you see grace in the picture? Вы видите, в чем благодать этого? Do you and I want justice, or Хотим ли do we мы want справедливости? mercy? Или мы хотим милости? Милость. Mercy. Absolutely. In parenting styles, we must also be very merciful unto our children. И вот что касается моделей воспитания, то мы тоже должны проявлять милость к своим детям. Yet firm in teaching. Но при этом в воспитании, в учении быть твердым. Do not consistently use the permissive parenting style. И не пользоваться постоянно моделью вседозволенности. At times it happened in our family, Бывали такие моменты, когда вот такое присутствовало в нашей семье, but not consistently. но не постоянно. Let me give you an example. Приведу вам пример. We would eat out as a family. Мы, как семья, часто ходили и ели And as you know, eating out is expensive. вне дома. Ну и вы знаете, что когда ты ешь где-то там в кафе или And so- еще где-то, это дорого. Our girls were like maybe 5 and 8. И вот нашим девочкам было где-то 5-8 лет. And sometimes we could allow them to get their favorite kiddie drink. И вот мы иногда разрешали им заказать свой любимый напиток детский. And it was okay. И это было нормально и приемлемо. The kids just knew they could sit down and order a kid drink. То есть дети знали, что они могут заказать себе вот такой какой-то детский напиток. But money flowed at our house pretty freely at that time. Но вот на том этапе у нас было достаточно денег. Sometimes in our lean years, where we did not have as much money, В другие года, когда у нас было не столько we still доходов, wanted to eat out, они все еще хотели есть вне дома иногда. but we had to be thrifty. Но при этом нужно было быть экономным. So, I don't know how it is here, but Я in не знаю, как America, здесь, но в Америке, if you order water, it's free. если заказываешь воду, это бесплатно. And so, we taught our kids to order water. И поэтому, Вода. поэтому мы говорили девочкам, что они должны заказывать No воду biscuit, no gas. без газа. And so, they got upset. They'd be like, oh, И вот они все время злились. water? Воду. They made a fit. То есть для них это было прям It kind of embarrassed us. огромная проблема. Они So we начинали talked to them at нервничать. home, said, you can't order that like you used to. И они нас фактически позорили при людях. И вот мы дома с ними разговаривали о том, что сейчас мы не можем заказывать какие-то напитки, как раньше заказывали. And so we cooked, my wife and I cooked up an idea to make this a little better with the kids. Мы с женой придумали идею такую, чтобы немножечко упростить вот эту проблему с детьми. Also, you can order lemons at your table for free. Вот у нас можно лимончик заказывать бесплатно. And there's always sugar at the table. Ну и всегда есть сахар на столе. And so we taught our kids how to make free lemonade. И мы с детьми научились делать бесплатный лимонад. So, that worked really well. И вот для нас это сработало очень All right, хорошо. we get to make lemonade. То есть вот для них это вообще интересно было вот сделать лимонад своими руками. But then after a while, that wore off. Но через какое-то время эта идея уже их так не And they would интересовала. always take the cue from either myself or my wife. They would take, they would look to us as we ordered first. И вот они тогда всегда смотрели на то, что мы с женой заказываем. The waitress would say, what would you like to drink?
И вот официантка спрашивала, что вы хотите попить? And the kids would listen. Ну и дети всегда слушают. Is today our drinks or is today lemonade day? То есть сегодня вот день, когда мы можем что-то заказать из напитков, или будем лимонад снова делать. If Daddy said, I'll order tea, Если папа говорил, что я закажу чай, that meant the kids could order anything they wanted. то это означало, что девочки могли себе заказать все, что хотят. Very permissive. Ну то есть вот позволительно, конечно. But if Daddy said, I'll take water, Но если папа заказывал воду, what were the kids supposed to do? то что должны были сделать дети? Искать лимон на столе. Yeah, water. Значит, они тоже заказывают воду. A very creative way to go from permissive to a different parenting То style. есть вот такой творческий подход к тому, чтобы перейти от вседозволенности к воспитанию. And by the way, that is a memory that our kids have. И вот опять же, это то хорошее воспоминание, которое сейчас вот застряло в голове у наших детей. I'm sure you can relate. И я думаю, что и вы можете себе что такое вспомнить. Okay, let's go to another story. Давайте еще одну историю. 1 Kings chapter 16. Третья Царств, 16 глава. Verse 29. 29 стих. It talks about Ahab. Yes, I want them to read 1 Kings 16, 29 through 34. Окей. С 29 по 34 стихи 16 главы. Кто хочет прочитать? Ахав, сын Амвриев, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя Иудейского. И царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Эфваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав Дубраву и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа, Бога Израилю. В его дни Ахиил, вифилянин, построил Иерихон. На первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его, по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. Thank you very much. Спасибо большое. Were the people of Israel supposed to marry foreigners from other nations? Могли ли израильтяне жениться на неизраильтянах, то есть других народов? You are correct. The answer is no. Молодцы. Не могли. But Ahab got what he wanted. Но Ахав получил то, чего хотел. I suggest that maybe his parents allowed a permissive element. И, возможно, его родители в воспитании позволяли ему слишком много. And now I want you to see what happens И вот я бы хотела, чтобы вы пронаблюдали, что же происходит. when King Ahab allowed his wife to be very permissive, do anything she wanted. Царь Ахав разрешил своей жене получать все, что ей захочется. То есть он ей очень много позволял. Turn a few pages over to 1 Kings chapter 21. Вот давайте перевернем пару страниц, откроем 21 главу I would like to read the text, и прочитаем текст. verse 1 through 10. С 1 по 10 стихи. И было после всех происшествий на Луфе израильтянина в Израиле был виноградник возле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав на Луфе, говоря: отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад.
Вон близко к моему дому, и вместо него я дам тебе виноградник лучше этого. Или, если угодно тебе, дам серебра, сколько он стоит. Но Навуфей сказал Ахаву: сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. И пришел Ахав домой, встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, израильтянин, говоря: не отдам тебе наследство отцов моих. И лег на постель свою, и отворил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его Изавель и сказала ему: отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь? Он сказал ей: когда я стал говорить Навуфей, израильтянину, и сказал ему: отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него. Тогда он сказал: не отдам тебе виноградника моего. И сказал ему Изавель, жена его: что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступил? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Навуфея израильтянина. И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так: объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе. И против него посадите 2 негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали: ты хулил Бога и царя. И потом выведите его и побейте его камнем, чтобы он умер. Well, one strategy to get what you want is pouting. Ну вот одна из стратегий получения того, что ты хочешь, это жаловаться и плакать, хныкать. I think we agree that King Ahab pouted. Ну, мы все, наверное, согласимся с тем, что Ахав вел себя именно так. And his wife Jezebel says, well, there's no need to pout. Но Изавель говорит: ну что ты хныкаешь? I'll take care of it. Все, я сейчас все решу. Okay, so she ended up giving him what he wanted. В конце концов, она получила для него то, что он хотел. You know the end of the story on this one. Вы знаете, чем закончилась эта история. Naboth was stoned. То есть Навуфей был побит камнями. And Ahab took something that was not his. И Ахав получил что-то, что ему не принадлежало. But he didn't do it. Но не он это сделал. He allowed his wife to do it. Он позволил своей жене сделать это. He was very permissive. То есть он был вседозволенным. Now, let's read verse 25 and 26. 25-26 стихи давайте прочитаем. Не было еще такого. Урок Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, чему пообещала его жена его Изавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которые Господь прогнал от лица сынов Израилевых. We can see that King Ahab led a very permissive life. Мы видим, что царь Ахав вел себя как бы вседозволенно, не жил такой жизнью. He was a very bad king Он был очень плохим царем. because he consistently used permissive style. Потому что постоянно в своем царствовании он пользовался вот этим стилем вседозволенности. And allowed his wife to do such. И разрешал своей жене также поступать. It's very different from my oldest daughter who pouted one time. Это очень отличается от того, вот как хныкала моя старшая дочь. She wanted a pet rabbit, Она очень хотела себе кролика, ну, домашняя зверюшка. and Daddy did not. Ну, а папа не хотел. We talked about it this was one of those things that happened a day after day Но after это day. вот одна из тех вещей, которые день за днем происходят, постоянно приходит и просит этого кролика. Daddy, can I have a rabbit? Папа, можно кролика завести? I held in there. И вот я держался изо всех сил. No rabbit. Нет, кролика у нас здесь не будет. But then my daughter, Но she потом put моя on some дочка, как все дочки делают, mascara, or is that what it's called? The lashes? вот она накрасила глаз. So I could see her eyebrows. И вот я прям видно было, как у нее вот реснички такие. She didn't pout, Она уже не хныкала. but she batted her eyes with the eyelashes. Ну вот как она подошла, похлопала ресницами. Can I have a rabbit? Сказала: можно кролика? And so I was permissive and allowed it to И happen. вот я позволил ей, чтобы она завела себя кролика. At times in your parenting style, you will use permissive. И вот иногда в своем воспитании вы тоже будете
пользоваться позволением. But do not be consistently used Но permissive. не будьте постоянны в том, чтобы постоянно разрешать все, что хотят дети. Do you see the difference? Видите разницу? Okay. Next biblical story. Еще одна библейская история. Isaiah chapter 3. Исайя 3 глава. We'll begin Isaiah chapter 3 around verse 8, okay? С 8 стиха начнем читать. Okay, but before we read, Но перед тем, как мы начнем, where on the timeline would Isaiah be? где на временной прямой располагается книга Исаии. Now, before you tell me or take a guess, Но вот перед тем, как вы мне скажете или turn over a угадаете, few pages to Isaiah 1:1. вот переверните, пожалуйста, несколько страниц в начало книги Исаия 1:1. Someone read Isaiah 1. Кто хочет прочитать первый стих? Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме в дни Озии, Иоахама, Ахаза, Изекии, царей Иудеи. Well, between kings and Assyrian captivity. All right. High five. Good job. Молодец. The very book will tell you the date. То есть, в принципе, сама книга говорит вот дату. About here, 790. 800 to 790. Где-то с 800 года по 790. Fantastic. Молодец. Фантастик. Okay. Isaiah chapter 3. Так вот, 3 глава. The setting of this book, God is displeased. Вот во всей этой книге мы видим, что Бог недоволен. He's not happy. Он несчастлив. And so his wrath is coming upon. И вот он изливает свой гнев, или собирается излить свой гнев. And he's a good God because he tells us exactly why he's upset. Но он хороший Бог, потому что он говорит, почему же он так, то есть, так расстроен. Because these people have been acting very permissively, Потому что эти люди вели себя очень вседозволенно. doing exactly what they want. Делали только то, что им хотелось. Okay, let's read Давайте прочитаем. chapter 3. Let's start in verse 8 Начнем с 8 стиха through 11. и прочитаем до 11. Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. 11, да? Да. Are all of the people in Israel wicked? Были ли все люди в Израиле развращенными? No. Not all. There's a small that's righteous. И было небольшое количество людей, которые все еще оставались праведными. But his anger is coming upon the whole nation. Но гнев Божий изливается на весь народ. And he's going to tell us exactly why. И он рассказывает конкретно почему. Someone read verse 12. 12 стих прочитайте. Притеснители народа моего, дети и женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Okay. Who should be leading the nation of Israel? Кто должен быть вождем нации Израиля? Вы все так тихо сказали, что... Царь, помазанный царь. The king, anointed king.
the anointed king, There you go. which is a king a man or a woman? Ну, а царь это кто? Мужчина, женщина? Shouldn't be man. Okay, because if it would be a prince, right, or princess, it'd be a different term for king. Yeah. it would be Okay. You'll get specific. Read. Continue reading. 13 through 15. 13 стих по 15. Кто там читает? Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народ. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах. Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных, говорит Господь. Господь Саваоф. You did it? Okay, thank you. All right, so the Lord is upset in verse 14 with the elders and the leaders. В 14 стихе мы видим, что Господь негодует на старейшин и лидеров. God is taking his stand. И Бог фактически вот высказывает свою позицию. Says, no more are you going to run loose on your own. Он говорит, что больше вы не будете поступать так, как вы хотите. I'm tired of it. Я уже устал от этого. So he takes place in court. И вот он фактически как в суде. То есть он становится на судное место. Okay. Read further reasoning right here. I want to read verse 16 and 17. 16-17 стих, то есть дальнейший его аргумент. Прочитайте, пожалуйста. И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменные и ходят, подняв шею, и обольщая взорами, и выступают величавой поступью, и гремят цепочками на ногах. Оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. Okay, this right here is an imagery setting. И вот здесь мы с вами видим как бы образную сцену. It has nothing to do in view of demeaning women. То есть здесь не имеется в виду именно женщин. But the Lord is giving an illustration Но Бог фактически приводит иллюстрацию. of perhaps a promiscuous woman. Вот какой-то распутной женщины, High heels, necks outstretched, которая ходит на And высоких they look. каблуках и смотрит. but the Lord comes in judgment and says, enough is enough. То есть вот она высматривает, чтобы ей такого сделать, но Бог приходит и говорит, что все, на You, этом все закончится. you elders and young men have been too permissive. Вы старейшины и молодые люди, то есть вы были слишком вседозволены On managing and dressing the vineyard. в том, чтобы ухаживать за виноградником, в том, чтобы обрезать виноградник. Now, who gave them instructions? Кто давал им установки, то есть давал им какие-то указания? The Lord gave them instructions, Бог, Он давал. and they're not doing as they were told. И они не поступают, так как им было сказано. There's truth И вот в этом есть истина. that people need to follow what the Lord says. Истина в том, что люди должны следовать тому, что говорит Господь. And what you see here in the book of Isaiah, one of the problems Что вы видите здесь, в книге Исаию, одна из проблем is the men were not taking their God-designed role. заключается в том, что мужчины не брали на себя Богом задуманную для них роль In view of taking care of the vineyard. с точки зрения заботы о винограднике. They were permissive in allowing anything to Они happen. были вседозволены, они разрешали происходить всему, что происходило. Okay. So there's a permissive element through the book of Isaiah. Так что, ну вот мы видим опять же элемент вседозволенности в книге Исаии. Let me connect a little bit of the imagery with something that happened with my child. И вот хотел бы связать вот эту иллюстрацию с тем, что происходило с моими детьми. My oldest daughter Моя старшая дочка is very petite очень маленькая, студенькая. and was very good at ballet. И занималась балетом, и у нее очень все это хорошо получалось. And she had leading parts. Вот более того, она даже танцевала главные роли.
And that was my wife's hope, that she would be the best. И жена моя очень хотела и стремилась к тому, чтобы дочка наша была вот самой лучшей в этом. And as the children learned different dances for their programs, И когда дети учили разные танцы на программы свои, one program came along вот был еще один танец, that required my daughter to wear very revealing clothing. и вот роль в этом танце, то есть требовала, чтобы моя дочка одела какое-то очень открытое одеяние. Enough that my daughter knew that she felt uncomfortable. Но вот достаточно открытый костюм был, что дочке было немножечко не по себе его носить и его одевать. So she came to us, И вот она пришла к нам, particularly her mother, точнее вот к маме, если and конкретно, said, "Mom, I и don't think сказала: I want to pursue ballet anymore." мам, мне кажется, что я больше не хочу заниматься балетом. And my wife got upset. Жена моя расстроилась. But then the daughter said, "Mommy, Дочка сказала: мамочка, you've taught me right and wrong. ты научила меня тому, что хорошо, что плохо. I don't feel comfortable in front of all of these people. И мне неудобно перед всеми этими людьми. I don't wish to be as permissive as the rest of the people." Я не хочу вот такой вседозволенности в моей жизни, которая присутствует в жизни других людей. And so she dropped out of it and was very happy with her decision. И вот она перестала заниматься балетом и, в принципе, была очень довольна своим решением. But the child had to remind the parents Но в этом случае ребенку пришлось напоминать родителям, that sometimes what we desire in culture что иногда вот то, к чему мы стремимся в нашей культуре, may not be the best in view of biblical training. не будет чем-то хорошим с точки зрения Библии, библейского взгляда. Okay. Going on with that, both of my girls, when they would go to school, Но вот продолжая эту тему, когда обе наши дочки ходили в школу, I did not know it until after they were grown. я не знала об этом, вот, пока они уже не выросли. But they would say privately, Но они, "Would Daddy approve of this dress?" то есть вот они себе как бы всегда задавали вопрос, а папа бы одобрил это платье или нет? In other words, they knew the boundaries. They could not wear anything that they wanted to. То есть, другими словами, они знали ограничения, они знали, что они не могли одевать все, что им понравится. Both their mother and I dressed them with very modest clothing. И я, и мама одевали их в очень скромную одежду. Okay, let's go to another Bible story. Давайте еще библейскую историю почитаем. Time runs quickly, doesn't it? Время прям длится. Well, another story will be about permissiveness, right? Yes. Let's go to 1 Chronicles 13. Первая Паралипоменам, 13 глава. Или Паралипоменам, как вам удобно. Okay, I would like to read the first 13 verses. Первые 13 стихов. Советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями. Сказал Давид всему собранию израильтян: если же угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской, и вместе с ними священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам. И перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что в дни Саула мы не обращались к нему. И сказала все собрание: да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым. Так собрал Давид всех израильтян от Шихора египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириаф и Иерима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириаф и Иерим, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, восседающего на херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице,
из дома Авинадава. Иоза и Ахия вели колесницы. Давид же и все израильтяне играли перед Богом из всей силы с пением на цитрах и псалтырях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простил руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простил руку свою к ковчегу. И он умер тут же перед лицом бойни. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражения Озы, так называется, место поражения Озы, так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в день тот, и сказал, как я внесу к себе ковчег Божий. И не повел Давид ковчег Божий к себе в город Давидов, а обратил его к дому Аведара, Вифлеянина. Where would this story be on the timeline? Где бы эта история располагалась на временной прямой? Цари. Kings. Correct. Right here. Okay, we see the setting here. They did not inquire of the Lord. То есть мы видим, вот в чем заключается история. Они не спросили у Бога. That alone clues us in that there's trouble. И вот хотя бы этот факт уже говорит нам о том, что какие-то будут неприятности. And they carried an ark on this cart. И вот они начали перевозить ковчег на повозке. And as they were carrying it, they run over maybe a pothole. И вот перевозя его, они, наверное, наехали на какую-то либо яму, либо что-то. And the guy reaches and steadies it so it won't fall. И вот один из людей пытается его удержать, чтобы он не упал. And then all of a sudden, И they ни с fall того down ни с dead. сего, не буду специально делать, он умирает. And so David, King David, И царь Давид, he runs off and he pouts. то есть он выбегает, и он начинает негодовать. So they leave the ark there. They're afraid of it. То есть они вообще начинают, то есть они оставили этот ковчег там, где был, чтобы они его начинали бояться. I would be too. И я, честно говоря, тоже боялся. Now, let's see what happened during this thing. Но давайте посмотрим, что происходит Look в at этом процессе. chapter 14, verse 14 13. глава, 13 стих. Just 13. Chapter 14, verse 14. I'm sorry. 14 стих. И еще попросил Давид Бога, и сказал ему Бог, не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых дерев. Okay, so we're seeing that David is now wanting to communicate with the Lord. То есть вот мы видим сейчас, что Давид хочет обратиться, хочет пообщаться с Богом. Because the Lord gives prescriptions for things. Потому что Бог обычно говорит, что делать. Okay, someone read 1 Chronicles 15, 1 and 2. И вот 15 глава, 1-2 стих прочитайте. Построил он себе дома в городе Давидовом и приготовил место для ковчега Божьего и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид, никто не должен носить ковчега Божьего, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему во веки. Okay, so the person carrying the ark must be a Levite. То есть вот они приходят к выводу, что человек, который должен нести ковчег, это левит. Now, someone read verse 13, И вот 13 14 and стих 15. по 15 прочитайте, пожалуйста, в этой главе. Но как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали Его как должно. И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах. So there's reasons why these men died. То есть причина, почему умер этот They человек. did not carry the ark as they were supposed to. Они перевозили ковчег не так, как должны были. King David became very lazy in his rulership Царь Давид очень расслабился в своем правительстве and became very permissive in his leadership и стал позволять все. at this certain point. Ну вот на этом этапе своего служения. God had prescribed that the ark be carried with poles. То есть Бог в своей инструкции сказал, что ковчег нужно переносить вот на шестах.
not with a new cart. а не на новой какой-то повозке. Do you see the difference here? Видите, в чем разница здесь? Okay, now let's go and see where the absolute is on the instruction that God gave. И вот давайте посмотрим, где записана вот та самая инструкция, которую Бог дал. Turn to Exodus chapter 25. Исход 25 глава. Verse 12 Стих 12 through 15. по 15. И вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его. 2 кольца на одной стороне, 2 кольца на другой стороне. Сделай из дерева ситим шесты и обложи их золотом, и вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты, и не должны отниматься. Okay, so this story would be right around here, Exodus 25. И вот эта история происходит примерно вот в это время. That's where Исход God 25 instructed how глава, to carry the ark. где Бог дает инструкцию относительно того, как переносить ковчег. And you told me the story we read of David was right here. И мы говорили с вами о том, что история с Давидом происходит где-то вот The там. Lord holds true to his То promises. есть Бог сдерживает свои обещания. In this case, 500 to 600 years. Но вот в этом случае мы видим 500-600 лет разницы между You обещанием и must событием. carry the ark with poles, То есть ковчег нужно переносить на шестах, not on a new cart. а не на какой-то новой повозке. So there you have the truth and the absolute. Вот вам истина, вот вам абсолютное повеление. Okay, what I'm getting at through that story is that David had a permissive element in allowing them to carry the ark the way they wanted to. И вот я хотела для чего почитать эту историю, чтобы показать вам, что Давид допустил все дозволенности, чтобы переносить ковчег так, как ему захочется. A major consequence happened И мы видим, что последствия очень печальны. when he allowed that type of style to happen. Когда он позволяет вот такой модели сработать. It cost some their life. То есть человеку эта модель стоила жизнь. Now, in study that I've had with people, В изучении, которое я проводил с людьми, without knowing the background, не зная вообще they would say that the никакой Lord does информации о not них, play fair. они говорят, что Бог нечестен, несправедлив. But he does because he gave the instruction in Exodus 25. Но мы можем сказать, что Бог поступил справедливо, потому что Он дал инструкцию, Он дал указания в 25 главе Исхода. Okay, here's what I want you to do. Вот что бы я попросил вас сделать? I would like for you to write down in your notes Я бы хотела, чтобы в своих тетрадях вы записали a simple expression of what permissive, something that you did in your life, maybe that was permissive. вот что-то, что вы в своей жизни делали, что было вот им все дозволено. Maybe like an illustration I gave you. Может быть, какую-то иллюстрацию, которую я вам дал. So you write that down, and I'll give you about 3 minutes. Maybe you can share it with your neighbor. То есть вот у вас есть 3 минутки, вы можете потом исповедаться своему And then соседу. when we're finished, И когда закончим, I'd like to have someone give Yeah. me their permissive example. I'll Yeah, call because on one or two of you, and кто-то, then вот we'll один be или finished. два, кому не стыдно, рассказал бы свою вот такую историю, все дозволенности в его жизни. Yes, sir. Жизни